Всем привет! Сегодня в видео комбинированный педикюр, обработка стоп дисками, покрытие гель-лаком и в завершение красивый и простой в исполнении дизайн. Этому педикюрчику около 2 месяцев. Моя клиентка его переносила, не получилось вовремя ко мне попасть. Перенос покрытия на ногах – это, конечно, очень плохо, еще и гель-лака. Но хорошо, что послушала мои рекомендации и убрала длину пилочкой на больших пальцах. Обработала антисептиком и приступаю к снятию старого материала. Снимаю моей любимой фрезой зеленой кукурузой. Обороты на фрезере около 25 тысяч. Работаю без лишнего нажима, движения легкие, поглаживающие, ровные, без рывков. Таким образом покрытие снимается равномерно. Кусачками для ногтей убираю длину, затем опиливаю свободный край. Как уже я говорила, моя клиенточка сама себе спилила длину, но немного перестаралась и повредила дистальный валик. В процессе работы это будет видно, так что, опиливая себе ногти, будьте аккуратны, особенно если у пилочки острый край. Далее апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. Теперь моя любимая фреза в педикюре — почка удлиненная. Прорабатываю кутикулу, валики, боковые пазухи, также торцом этой фрезы счищаю птеригий и ей же дочищаю базу и, так сказать, подбавливаю пластину ногтя. Работаю ей на оборотах около 10 тысяч. Сначала на форварде, затем переключаю на реверс. Это фреза с красной насечкой, но бывает при педикюре я пользуюсь такой же, но с синей насечкой. Все зависит от состояния кожи клиентки. Кому-то подходит более мягкая, а кому-то нужна пожестче. В сегодняшней технике педикюра я еще использую фрезу цилиндр с синей насечкой. При работе с данной фрезой главное, чтобы ее положение было всегда параллельно ногтевой пластине и без каких-либо углов. Это обусловлено тем, что торец конуса имеет острый край, и пластина ногтя пропиливается очень быстро. По работе я ложу ее на ноготь и отодвигаю кутикулу, прочищая все. Чищаю птеригий и загрубевшую на пальчиках кожу. Беру ремувер, солю, за секунду он нам все растворяет и затем очень легко кюреточкой почищаю боковые валики под ногтевое пространство. Фишечка этого ремувера в том, что его не нужно использовать повторно. Когда он подсыхает и перестает работать, я его слегка смачиваю водичкой. И продолжаю работать кюреткой дальше. Но главное потом не забыть и нейтрализовать его, хорошо смыв водой. Для этого мне удобно использовать пульверизатор. Срезала кутикулу накожницами
И далее все зашлифовываю фрезой шар с красной насечкой. Также прохожусь по боковым валикам, загрубевшим ранкам на пальчиках и зачищаю ей кутикулу. С пальчиками разобрались, беремся за стопы. Использовать буду смарт-диски, их еще называют пододисками. Использую первый абразив 80 грит, начинаю с пяточек. На пяточках есть трещинки, но так как педикюр на них делался давно, и моя клиенточка постоянно работает на ножках, она мастер-парикмахер, так что ее стопы страдают более интенсивно. И еще я заметила такой нюанс, а именно кроксы на босую ногу, в которых она работает. Да, это супер удобно, но от них натоптыши и трещинки появляются гораздо быстрее. По трещинкам я работаю мега крутой фрезой почка удлиненная. Еще видела, что ее в некоторых магазинах называют каплей. Не знаю, как будет правильно, поправьте мне, если что. Следующий абразив на 180 грит. Им продолжаю работать на пяточках, дошлифовываю трещинки и кожу. По трещинкам можно работать и торцом диска, таким образом стараясь их максимально зашлифовать. Работаю я, конечно, с вытяжкой, у меня она стационарная, большая с тумбой и довольно мощная. Может, в каком-то видео сниму, вам покажу. Даже не знаю, как можно работать со стопами, с педикюром, да и просто с гель-лаком без хорошей вытяжки. Я очень довольна, что когда-то не пожалела и потратилась. Вы видите, как вся пыль уходит вверх, всасываясь в вытяжку. Could be ourselves, didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't. Пальчики и стопа не сильно натоптаны, здесь я не работала насадкой 80 грит, а сразу начала со 180 грит. That's why you need to come with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. Сейчас использую насадку с абразивом 320 грит и шлифую полностью всю стопу. Смарт-диском работаю на оборотах 5-7 тысяч, не больше, так как моя ручка не выдержит большой нагрузки, вернее выдержит, но недолго. Кстати, касательно смарт-дисков, для работы с ними у меня отдельная ручка для фрезера. Девочки, если вам интересно, почему я использую не основную ручку фрезера, то напишите комменты, тогда я в следующих роликах более подробно поделюсь информацией, почему и как эти диски вредят ручкам фрезера. Далее вытираю по мокрому пыль и наношу крем-пену от Bayer. Она очень легкая, быстро впитывается, не оставляет следов. Это удобно, когда клиент сразу после процедуры обувается. Вместо распорок для педикюра я использую простую салфетку. Мне это как-то удобно, потом выбросил и все. Ну что же, приступаем к покрытию. Дизайн, который я буду делать, я подсмотрела в Pinterest. База у меня Easy Base, она не густая, что для педикюра отлично, не создает дополнительной большой толщины, в отличие от густых баз. Распределяется она очень легко, наношу ее очень тонким слоем. Основным цветом у меня будет база от Ники Земляникиной «Кокосовая вода». Очень красивый оттенок. Видео не совсем все передает, он такой молочный с розовым тоном. У моих клиенточек она очень популярна, наношу ее в 2 слоя.
Для декора на указательные пальчики ног наношу, использую вот такие блесточки. Они очень красивого розового оттенка, классно переливаются, играют на свету очень красиво. Я, кстати, в педикюре люблю блестки. Даже если на все пальчики нанести, то будет красиво. Вытираю липкий слой там, где буду клеить ленты. Ленты у меня от Камильфо, как-то они в последнее время у меня зашли. Можно очень красиво украсить любой нюд этими лентами. В общем, моим клиентам они понравились. Отрезаю лишнее, нам нужно еще запечатать, чтобы наш топ не скололся. Here's your time to shine, or show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. We pretend sitting in the dark. В завершение перекрываю дизайн топом. Вот такие ножки у нас получились. И если вам было интересно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мне будет приятно. До скорых встреч, всем пока-пока!